Осень в самом разгаре. Самое время шить что-то очень теплое и красивое для декора дома. Понадобится нам небольшой кусок меха с длинным ворсом для бороды и усов. От руки нарисованные шаблоны ножек и рукавичек. И тканевые детали из флиса. Флис лучше всего подходит для пошива гномов. Он мягкий и очень приятный материал. Отрез флиса 50 на 50 сантиметров складываем пополам. С одного края отмечаем середину отреза и чертим треугольник. Прокладываем по линиям строчки, оставляя несшитое отверстие с одной из сторон. Сшиваем. По заранее подготовленным шаблонам вырезаем 4 детали ножек и 4 детали рукавиц. Также делаем 2 заготовки для ручек размером 8 на 16 сантиметров. Складываем пополам заготовки для ручек и скалываем. Сшиваем все заготовки. Срезаем лишнюю ткань, отступая от шва примерно 1 сантиметр. Сшитые вывернутые заготовки ножек крепим к основанию, как показано на видео. Основание заготовки крепим к нижней части. Основание – это круг радиусом 8 см. Делаем засечки по противоположным краям и крепим. По всей окружности прокладываем строчку. Выворачиваем заготовку через оставленное отверстие. На дно гнома обязательно нужно положить небольшой камень для устойчивости или пакет с мелкими камнями или какой-то крупой. В противном случае гном будет неустойчивым и всегда будет заваливаться в сторону. После этого набиваем каким-то наполнителем – синтепон, холофайбер, куски поролона или просто кусочки ткани. Что у вас есть под рукой? Отверстие зашиваем. Делаем надрезы до шва в месте соединения большого пальца и основной детали рукавички. Выворачиваем детали рукавиц и ручек. Наполняем детали наполнителем и склеиваем ручки с рукавичками. На рукавицах лучше сделать подворот, чтобы было видно, что рукавичка надета на руку. И приклеить руку немножечко внутри рукавички. После того, как ручки готовы, приступаем к детали носа. Небольшой овал из розовой ткани прошиваем по контуру большими стежками. Немножечко стягиваем, наполняем деталь и сшиваем. Делаем деталь колпачка. Складываем пополам отрез ткани 50 на 50 сантиметров и чертим диагональ. Прокладываем строчку по этой линии. Срезаем лишнюю ткань в 1 сантиметре от строчки. Одеваем колпачок на гнома. Немного подклеиваем колпак, чтобы не ерзал. Клеим бороду из отреза шерсти с длинным ворсом. Из шерсти формируем усы и бороду. И сверху над усами клеим розовый нос. Формируем красивые складки на колпачке. Их можно подклеить, чтобы они не расправлялись. Приклеиваем на место ручки. Очень красиво получается, когда с одной стороны колпачка наклеить декор в каком-то стиле. Так как у меня гном осенний, то и декор делаю осенний. В ручке гному я хотела дать красивый осенний букет, поэтому решила сделать еще и оранжевую тыкву. Берем квадратный отрез оранжевой ткани и срезаем углы, формируя круг. Большими стежками прошиваем по кругу, немного стягиваем нить. Наполняем, стягиваем плотно нить, зашиваем отверстие. Делаем перетяжки ниткой, формируя дольки, как у тыквы.
приклеиваем небольшую веточку. Вот и получилась тыковка. Она украсит любой интерьер. Вот такой получился осенний гном. Это самый простой и устойчивый вариант пошива гномов.